Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Брюссель хочет засекретить план отказа от углеводородов из Российской Федерации, пишет Reuters. Александр, что это за такой план? Типа мы секретно-секретно боремся, но как боремся, никому не расскажем. Или это все связано на фоне того, что газ дорожает? В чем причина-то? Ну, давайте так. Мы здесь обсуждаем статью в издании Reuters, агентство Reuters. Статью со ссылкой на документ, с которым издание ознакомилось. То есть это будет сейчас комментарий пересказа некого документа, с которым ознакомилось агентство Reuters. Притом документы не окончательного. Это один из вариантов, который может быть принят или не будет принят. То есть, когда определимся точнее, когда они определятся с вот этой документальной составляющей, возможно, придется какие-то вещи уточнить из тех, что мы скажем сегодня. Но после этих оговорок я сразу замечу следующее. Как мне представляется, у нас не совсем правильно поняли. Я потому что видел несколько новостей, которые касались этого вопроса. Ну вот, это был как бы пересказ пересказа документа. Не совсем правильно, возможно, я заблуждаюсь сейчас, это, кстати, тоже не надо сбрасывать со счетов. Так вот, мне представляется, что у нас не совсем правильно поняли, о чем вообще этот документ и что конкретно там обсуждается. Ну, давайте некую преамбулу. Страны Европейского Союза по решению Еврокомиссии, которое было озвучено в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей после 2027 года. Так вот, страны Европейского Союза с 26 года, после 26 года включительно, должны прекратить закупать российский газ в рамках краткосрочных контрактов, а с 27 года включительно должны, точнее, а после 27 года, ну вот 27 год заканчивается, и все, как отрезает, прекратить в принципе покупать любой энергоноситель в Российской Федерации, включая газ, который сейчас продается в рамках долгосрочных контрактов. По оценке Еврокомиссии, в текущем году в страны Европейского Союза должно поступить порядка 36,5 миллиардов кубов российского газа, как в виде СПГ, так и по трубе. Притом по трубе, по их представлениям о прекрасном, должно пойти где-то 15,5 миллиардов кубов, ну и более 20 миллиардов, соответственно, должны прийти в сжиженном виде. Исходя из той статистики, которую мы видим по итогам первого полугодия, Еврокомиссия несколько ошибается. Ну, эту статистику мы озвучивали в рамках издания «Инфотек», так что заходите, читайте, есть соответствующий телеграм-канал, там тоже можно подписаться. Вот. И статистика следующая. Если мы посмотрим на... Да, кстати, на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» тоже можно подписаться. Там тоже масса всякого интересного про энергетику. Особенно если вы любите графики, вот, знаете, таблички, вот это все. Ух! Так вот, исходя из тех данных, которые мы имеем на данный момент, вот на сейчас, на фактически начало июля 2025 года, в 2025 году при сохранении тех же тенденций, той же динамики поставок, в ЕС пойдет от 38,5 до 40 миллиардов кубов российского газа. Опять же, и по трубе, и в виде СПГ. Понятно, что ситуация во втором полугодии может резко измениться, могут там разные варианты сыграть. Например, может быть теплая весна, теплое там начало зимы, но тем не менее, если будет все так же, как в первом полугодии, то до 40 миллиардов кубов может быть поставлено. И вот этот объем надо заместить после 2027 года. И, собственно, к 2027 году вы должны, точнее, к началу 2027 года, страны Европейского Союза, по сути, должны будут заместить где-то треть от поставляемых из России объемов. Ну, в основном это касается поставок СПГ, разумеется. То есть это объемы, которые идут по краткосрочным контрактам. Вот от этой трети, а если исходить из подсчетов Еврокомиссии, то это где-то 12 миллиардов кубов получается. Вот этот объем надо заместить уже в 2026 году. Ну, точнее, к концу 2026 года надо будет быть готовым, чтобы вот эти объемы заместить. Вроде как это немного, миллиард кубов в месяц. Опять же, исходя из подсчетов Еврокомиссии. Миллиард кубов в месяц. Ну что, вы миллиард кубов не найдете? И тут возникает вот какая коллизия. Европейская комиссия хочет, по крайней мере, исходя из первоначального вот этого плана, описанного в дорожной карте по отказу от российских энергоносителей, Европейская комиссия хочет добиться максимальной прозрачности. То есть, во-первых, страны и компании
покупающие российский газ, должны представить информацию подробную о путях поставки этого газа, о том, на кого они собираются, как они собираются замещать этот газ. Это будет ВИА, в каких объемах, как именно вы будете это ВИА развивать. Или вы будете покупать у кого-то другого, вы должны представить эту информацию. А к концу 2025 года страны Европейского Союза должны будут обличить свои национальные планы в документированный вид. То есть они должны будут представить Еврокомиссии уже сверстанные, подготовленные планы по отказу от российского газа. Ну, потому что, в принципе, это логично, исходя из их вот этого представления о прекрасном. Вот в рамках их несколько интересного представления о прекрасном, это логично. 25 год, конец 25 года. Вы представляете планы. В течение 26 года первую часть планов реализуете, в течение 27 года реализуете вторую часть плана. К концу 27 года все, вы независимы от энергоносителей из России. С точки зрения национальных правительств, с точки зрения компаний, которые покупают российский газ, ситуация выглядит следующим образом. Им предлагают, во-первых, раскрыть коммерческую информацию, во-вторых, спровоцировать возможные проблемы при ведении переговоров с альтернативными поставщиками. Почему коммерческая информация является тайной? Потому что другой продавец какого-то ресурса, который вы хотите получить, не должен знать, на каких условиях вы получаете ресурс у другого продавца, чтобы максимально эффективно проводить переговоры. Потому что если он будет знать, он вам просто выкатит и скажет: ну, ребят, мы вот готовы вам по такой-то цене, почему вы говорите минус 10%? Хорошо, а где вы такие, где вы по такой цене возьмете? Где, как, почему? Почему минус 10%? Мы же видим, почем вы покупаете. Ну, мы собираемся вам продать по той же цене. Все, приходите к нам, покупайте. Или наоборот, они могут выкатить более жесткие условия, сказать: вы знаете, газа очень мало, а мы видим, по какой цене вы покупали последнее время, а давайте мы как-то сделаем так, чтобы вы нам компенсировали наши усилия. Мы же видим, ситуация безвыходная, у вас вот такое-то направление поставок, вы получаете газ на таких-то условиях. Кстати, когда я говорю про цену газа, я очень сильно утрирую ситуацию, потому что, разумеется, в контрактах прописывается не цена, в контрактах прописываются некие параметры, определяющие цену, формула цены прописывается, если мы говорим про долгосрочные контракты. Так вот, формула цены зависит там от биржевых котировок. Но как именно эти биржевые котировки складываются потом в конечную цену, по которой вы получаете энергоресурс, вот это уже предмет переговоров. И если вы хотите получить газ откуда-то еще, вы открываете объемы, вы открываете ценовые условия, и вам говорят: о, дорогой друг, спасибо. Мы сейчас на тебя заработаем. Мы думали заработать X, а будем зарабатывать X плюс 15%. Нас это очень, очень устраивает. Вот. Чтобы такой ситуации не возникло, страны Европейского Союза, ну и компании, которые покупают газ, по сути, предлагают засекретить эти планы, которые они будут представлять. То есть они будут раскрывать эту информацию Еврокомиссии, но на условиях, что дальше она не пойдет. Как я понимаю, пересказ документов, прочитанных Reuters, за авторством, собственно говоря, Reuters. То есть не пересказ пересказа, а именно вот первоначальную вот эту историю, которую Reuters описали. То есть основной смысл там именно такой: мы хотим, чтобы коммерческая тайна осталась коммерческой тайной, иначе, знаете, в ходе переговоров мы боимся, нам начнут выкручивать руки. А нам и так будут выкручивать руки, потому что, знаете, минус 40 миллиардов кубов, 36,5, вообще не важно. Минус 40 миллиардов кубов – это довольно значительная величина. А предложение: а вы поставьте ветряки, и тогда вам не нужен будет газ. Это очень интересно, это очень хорошо. Но нам нужен, вы не поверите, газ. А ветряк газ полностью не замещает. Вот знаете, вот ай-яй-яй просто. Почему-то вот тепло, например, производить ветряк не может. Вы говорите, надо поставить электрическое отопление. Можно поставить электрическое отопление. Убедите потребителей, что им нужно именно электрическое отопление. Ну и так далее. То есть мы упираемся в вопросы, которые... Я уж сейчас не касаюсь, конечно, вопрос тепла, производство тепла в Европе – это вопрос дискуссионный, очень сильно, знаете, меняющийся от страны к стране.
Расскажите где-нибудь в Португалии про производство тепла зимой на электростанциях. Они с большим интересом отнесутся к этому разговору. Мне кажется, может быть, даже вы подчерпнете какое-то количество интересных идиоматических выражений на португальском языке. Вот. Но если мы касаемся все-таки вопроса о том, что газ полноценно замещать возобновляемыми источниками нельзя, ну не получается сейчас это сделать. Если мы касаемся вопроса, что вот такие-то объемы покупают 10 стран Европейского Союза, а 10 стран Европейского Союза сейчас продолжают импортировать российский газ, то именно эти объемы им надо заместить, то уже на этом этапе возникают проблемы. Проблемы у этих стран, как именно отказываться от газа из России. На что его менять? Ну хорошо, мы ветряки поставим, солнечные панели тоже поставим. Потом посмотрим на Испанию и Португалию, поинтересуемся, все ли у них было хорошо в конце апреля 2025 года. Вот. Не было ли у них каких-то ситуаций, в которых ВИА точно не виноваты, как следует из всех тех документов, которые венчали собой все расследования отключения электрической энергии в Португалии и Испании вот как раз в конце апреля 2025 года. Там вот во всех документах ВИА, ребят, честно говоря, ВИА вообще не виноват, вообще ни при чем. Но вы знаете, что-то надо делать с накопителями, что-то надо делать с сетями, чтобы ВИА были не просто ни при чем, а вот вообще ни при чем. Так вот, посмотрят они в сторону Испании и Португалии, поинтересуются передовым опытом, когда вот ни при чем. Посмотрят грустно на свои газовые электростанции, посмотрят грустно на представителей перерабатывающих производств, которым газ нужен в качестве не только топлива, он нужен в качестве топлива, да, но и в качестве сырья, и скажут, а еще скажут те, кому нужен газ с определенным составом. Ну, знаете, иногда там желательно, чтобы у вас в газе был этан, например. Вы тогда можете из этого газа этан забрать и из этого этана что-нибудь сделать. А так вам привезут СПГ, а в СПГ этана нету практически. Ну, по крайней мере, не должно быть. Вот, там чистый метан. 99,9 в периоде качества по содержанию метана. Скажете вы, как интересно, как здорово. И вот на этом фоне, вот этом чудесном фоне, который я сейчас постарался вам описать, Еврокомиссия говорит, да, несите нам планы, несите нам подробные планы, как именно вы будете отказываться. Ну и, разумеется, им говорят, ребят, хорошо, мы планы принесем. План фигня, начиная по новой, конечно, но мы принесем. Но можно сделать так, чтобы эти планы не публичились. Ну, это было бы разумно, а то вы фактически под крики про государство не должно вмешиваться в экономику, государство не должно заниматься протекционистскими мерами, и вообще рынок – это прекрасно. Вы вроде как в рамках вот этой самой рыночной экономики, или, проще говоря, капитализма, нам говорите, ребята, а давайте вы откроете всю секретную коммерческую информацию, мы на нее внимательно посмотрим, всем покажем, и скажем, видите, как здорово под нашим руководством вы будете отказываться от российских энергоносителей. Мало того, что вы заставляете нас отказываться от энергоносителей из страны, которая нам их продает на устраивающих нас условиях, и мы понимаем, что вот нам нужно столько, нам столько поставят. Вы ставите нас в условиях, когда в любой момент может что-то пойти не так. Ну вот просто вот было надежно, была труба. По этой трубе шли газ и нефть. Да, точнее, по одной трубе шел газ, по другой трубе шла нефть. Из-за вас мы лишились возможности прямых поставок газа по трубе. Мы теперь получаем газ по трубе, но более протяженный используется маршрут. Вы заставляете нас отказаться от нефти. Хорошо, мы подчиняемся этой грубой силе, допустим. Но можно хотя бы сделать так, чтобы вот эта коммерческая тайна осталась тайной. Вот об этом идет речь. То есть не то, что они секретят свои планы, они вот не хотят их раскрывать. Они не хотят вот эту составляющую раскрывать. Притом, ко всему этому стоит добавить еще вот какое неприятное обстоятельство. В мае 2025 года, это только что вот фактически, в мае 2025 года по статистике Евростата объем потребления газа был максимальным как минимум за последние года 3 или 4. Да, за последние 4 года. То есть мы берем, прошу прощения, с 2021 года это был максимальный объем. То есть в 2022 было меньше, в 2023, в 2024. За вот этот период. А это не означает, что потребление газа и дальше будет расти, и дальше будет превышать вот эти вот показатели. Нет.
Это просто означает, что Еврокомиссия, которая в рамках дорожной карты предполагает дальнейшее сокращение спроса на газ в Европе, ну потому что ВИЭ, потому что меры по повышению энергоэффективности, вот это все сработает и приведет к снижению в принципе потребления ископаемого топлива вообще и газа в частности. Вот эти планы Еврокомиссии могут пойти прах. Александр, большое вам спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, всего хорошего.